продажа этих украшений частями на черном рынке. Лувр – это место, которое по уровню охраны напоминает аэропорт. Здесь на входе сканируются сумки, здесь стоят тысячи камер. И тем не менее, утром воскресенья 19 октября, уже в рабочие часы, Лувр был ограблен. Давайте же с вами разберем, что произошло. Это реальность, а не сериал «Люпен». С вами Галя Карен. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, комментарии и приходите на мои живые экскурсии в Барселоне. Погнали! Сегодня Лувр является одним из крупнейших музеев мира. Открыл свои двери для посещения после революции 1793 года. Представляете, уже более 200 лет. Изначально в нем располагалась крепость в XII веке, крепость короля Филиппа. Позже он перестраивался многими монархами. Лувр находится в центре Парижа, на правом берегу Сены. Для меня он входит в топ мировых музеев на уровне Британского музея, Музея Прадо, Эрмитажа, Музея Метрополитен в Нью-Йорке. И он охватывает историю искусства 10 тысяч лет и насчитывает сотни тысяч экспонатов. Как произошло ограбление? Преступники подъехали к крылу, где шел ремонт. Там стояла машина с подъемником. На этом же подъемнике они и поднялись к окнам галереи Аполлона. Болгаркой открыли окна, разбили витрины, сработала сигнализация. Смотрительница поступила по инструкции. Она вызвала полицию и эвакуировалась. Пока полиция ехала, преступники забрали 9 украшений. Галерея Аполлона расположена на 2-м этаже. Это выдающееся произведение архитектуры эпохи Людовика XIV. Одно из роскошных помещений Лувра. Здесь хранятся сокровища французской национальной короны. Также здесь находится один из самых чистых и больших бриллиантов в мире – регент. Преступники его не взяли, либо не успели, либо предположительно потому, что его будет сложнее сбыть на черном рынке. Зато пропали украшения, которые создавались для императриц вручную, ювелирами эпохи Второй империи. Такая потеря на самом деле для искусства. И галерея Аполлона – это все-таки национальная гордость. Вот список того, что было украдено из официальных источников. Тиара, ожерелье и серьга из сапфирового набора, изумрудное ожерелье, пара изумрудных серег, тиара, принадлежавшая императрице Евгении, большая брошь-узел и брошь-реликварий. К счастью, во время ограбления никто не пострадал. Преступники скрылись на скутере, при этом они либо специально бросили, либо просто уронили диадему императрицы Евгении. Сейчас ее состояние проверяют эксперты, и, возможно, ее придется реставрировать. Ограблением занимается бригада по борьбе с бандитизмом. Конечно же, всех волнует вопрос, сколько же это все стоит. Но здесь нет точного ответа. Почему? Потому что помимо рыночной себестоимости самих драгоценных камней, есть еще историческая и культурная ценность этих украшений. И с каждым годом стоимость таких произведений искусства растет. Существуют две версии, почему это было сделано. Возможно, это какой-то очень богатый коллекционер, который готов мириться с тем, что он никогда и никому не покажет эти украшения и будет хранить их у себя. Это уголовное преступление и преступление против человечества. Второй момент, вторая версия, это может быть продажа этих украшений частями на черном рынке. Но это также боль и потеря для человечества и для мировой истории искусства. Мне кажется, что это событие будет ограблением века. Ведь Лувр считался самым безопасным музеем. Через него ежегодно проходит 11 миллионов посетителей. Он насчитывает более 2000 сотрудников и охраны. И, конечно, это событие всколыхнуло мировую общественность, разные слои населения. Так, например, Павел Дуров, создатель Телеграма, хочет найти и выкупить эти украшения и подарить их Лувру. Но Лувру в Абу-Даби. С вами Галя Карен. Подписывайтесь на мой канал и обязательно напишите, что вы думаете по этому поводу, какие у вас версии и вообще свои соображения. Оставайтесь со мной, приходите на мои живые экскурсии, которые я провожу в Барселоне. Пока-пока, до новых встреч!